первый заплыв в этом году. Отправляясь в этот поход, или скорее даже сплав с 2 ночевками в доме под землей, мы и представить себе не могли, где окажемся в конце нашего путешествия. Всему виной рекордный разлив реки. И, конечно же, по стечению обстоятельств, пик паводка пришелся на эти 3 дня. Поэтому в какой-то момент нам пришлось бежать от стихии. Забегая вперед, хочу заметить, что эти дни на реке получились очень насыщенными и запомнятся нам надолго. А место, в котором мы провели заключительную ночевку, знаком очень многим из вас. Но пусть это пока будет сюрпризом. И досмотрев до конца видео, вы будете приятно удивлены. Всем привет! Вы смотрите канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Со мной сегодня Сергей. Привет, ребят! Река наполнилась водой. Уровень воды поднялся очень сильно. Прям 2 метра, наверное, точно. Смотрите, какое быстрое течение. Просто кошмар вообще. Ух ты, а тут берег обвалился. Да? Да, точно, да. Берег обвалился. Да, я думаю, сплав будет такой экстремальный слегка, а может быть и не слегка. Поэтому садитесь поудобнее. Приятного вам просмотра. Погнали! Да, река, конечно, завораживает своей мощью. Где-то лед, где-то какие-то бревна еще плывут. Я надеюсь, что нигде уже льда дальше не будет, то есть река нигде перегорожена не будет, и мы спокойно сможем доплыть до места, добраться, да? Ну и самое главное, чтобы никакие коряги там подводные там резко не всплыли перед нами, и чтобы нас не перевернуло, потому что вода все-таки холодная, а плыть-то все-таки не близко. Маршрут довольно-таки долгий. Все просто нафиг затопило вообще, причем прилично так. Слушай, а вот это вот прям очень опасное место, смотри. Во-первых, течение какое мощное, прям сильное здесь. Да. И очень много водоворотов. Такую крейсерскую скорость мы прям хорошую набрали. Идем просто великолепно. И удивляемся, смотрим по сторонам, какие берега стали низкими. То есть раньше, когда мы проплывали эти места, берега прям возвышались метров там на 5, наверное. А сейчас, ну что-то, 1,5-2 метра. И пока вот плывем, то и дело такие звуки, прям обрушения грунта. Я думаю, да, валежника и деревьев поваленных будет очень много. До захода солнца осталось где-то, наверное, максимум час. Ну а по такому течению нам и плыть-то осталось тоже буквально там минут 30. Да-да-да, вот видно прям берег обвалился недавно. Да. О, вон воронка опять справа. Вот, собственно, уже и наш берег. Сейчас только встает перед нами один вопрос стоит, как причалить и куда. То есть нету этого высокого берега, который был раньше. Да и вообще сплошные ветки там. Как нам спешиваться, выходить на берег, непонятно. Я думаю, вон там, наверное, в том месте, да, впереди, видишь? Вон. Да, и по кустам пройдем немного. Погнали. Дорога до дома оказалась самой легкой и самой быстрой за все время наших посещений этого места. И, конечно, мы уже были в предвкушении от предстоящей ночевки в нем. А дойдя до него, обрадовались, увидев дом под землей в целости и сохранности. А главное, без намека на подтопление водой от разлившейся реки. Да, быстрее растопить печь и согреться. Тем более на вечер никаких серьезных планов по работе. А это значит, можно наслаждаться тишиной и слушать приятное потрескивание горящих дров в печи. В эти прекрасные мгновения мы даже и представить не могли, как сильно изменится наше беззаботное положение на следующий день.
Да, обалдеть. Ёшкин кот. Доброе утро, дамы и господа. Проснулись. Настроение было так себе, потому что печка у нас всю ночь плохо работала. Постоянно мы подкидывали дрова. И виной всему сырые дрова, которые надо было заранее заготавливать, чтобы они были сухими. Ну да ладно, ночь прошла, все нормально. Но тут нас встречает неожиданная и неприятная новость. Я сейчас стою практически в воде. Дело в том, что где-то река перешла, как сказать, вот этот вот бугорок, и вода наполняет уже овраг, в котором стоит наш дом под землей. Смотрите, да, уже река как близко становится. Ёлы-палы, она еще выше стала. Смотри, прям вода дошла до... Не, все. Я думаю, валить надо. Угу. Вопрос в том, валить куда? Куда? По течению или против течения? Против течения, я думаю, мы не справимся. Посмотри там, какая скорость вообще потока воды. Ужас. Вопрос может быть в несколько часов. Я думаю, да, принимаю решение идти по течению. До следующего населенного пункта по течению порядка вплыть. Что нас ждет там на пути, неизвестно. Но это будет лучшим решением. То есть добраться до туда, а там, если что, сесть в попутку какую-нибудь и доехать до точки старта, ну, где стоит моя машина. Ну, потому что оставаться здесь, мне кажется, опасно. Тоже. Год на год не приходится. Наверное, в этом году действительно из-за очень большого снега будет очень сильный паводок. Но я такого давно не помню. Ну, в этом году сказали, что он рекордный. Поэтому, то есть, дом, в принципе, рассчитан на обычный паводок. Но не, да, но не на такой. Не на рекордный, да, когда снега было очень много в этом году. Этой зимой. Ну, а что говорить, уж середина апреля, снег еще в лесу он лежит. Да, да. Это еще не весь растаял, не весь снег. И еще... не вся вода поднялась. Да, еще не весь снег в реку ушел. Будет это еще то, что мы наблюдаем, и то, что мы снимали вчера, пока сюда ехали на байдарке. Это только начало. Будет гораздо больше и хуже. И как бы не было печально, но может быть это и последние кадры из этого дома. Да, в теории тоже и такой может быть. Ну, мало ли, может быть, стену фасадную размоет, и он вообще рухнет весь. Все, весь каркас подмоет, да. Не дай бог, конечно. Посмотрим. Ладно, мы Да. едим. И уже встретимся с вами на реке. Да. Вода подошла к дому. Будем надеяться на лучшее. Может быть, все-таки повезет и не размоет фасадную часть, и не затопит внутрянку. Ну, а возможно, Серега последний, кто закрывал входную дверь этого дома. Конечно, мы могли пойти против течения, по знакомому нам маршруту, потратить все силы на борьбу со стихией и добраться до деревни, в которой стояла моя машина. Но наша любознательность победила здравый смысл, и мы отправились навстречу новым местам и приключениям. Да, хорошо, что моя дача расположена далеко от рек, и подтопление мне не грозит. Правда, на даче, несмотря на то, что мы с женой не занимаемся ни огородом, ни посадкой каких-либо растений, деревьев, все равно постоянно есть дела. И, например, сегодня мы приехали с сыном отдохнуть, а вечером попаримся в бане. Ну, а пока есть время, хочу сделать пару полок. И вы знаете, с удивлением для себя обнаружил, что у меня циркулярная пила есть только аккумуляторного типа. Но зато какая? Denzel. Проверенный инструмент в лесных условиях, да вы, собственно, и сами все это видели. Что я только не делал с помощью данного инструмента. Циркулярной пилой делал полки в доме под землей, реноватором обрабатывал торцы досок и также поверхность шлифовал, чтобы она была ровной, гладкой
и не оставляла никаких занос на руках. Отлично? Ну все, отлично. Да, и, пожалуй, еще вот этот поддон сейчас распилю циркуляркой. Такие дрова всегда пригодятся на розжиг мангала. Который раз уже убеждаюсь, что у Denzel классный инструмент. Ведь у меня уже есть и циркулярная пила, и лазерный уровень, и реноватор. И вопросов по работе у меня ни разу не возникало. Да, я думаю, в принципе, и не возникнет в будущем. Поэтому я советую обратить вам внимание на линейку инструментов Denzel. Поверьте мне, вам понравится. А по промокоду Лесной10 вы получите дополнительную скидку 10% на сайте Denzel. Ссылку я оставлю в описании под видео и, конечно же, закреплю в комментарии. Ну все, спасибо этому дому. С тревогой в сердце мы отплыли, отчалили. Погнали! Пройти предстоит по реке нам примерно километров. Течение быстрое, солнышко он немного появляется, дождь прекратился, соответственно, погодные условия благоприятствуют хорошему путешествию. Еще что самое интересное, то что мы сейчас идем по незнакомым для нас местам. То есть мы не знаем, что нас ждет вообще. Не знаем глубину дна, где какие изгибы реки, к чему готовиться, к поворотам каким-то, да, к маневрам. В случае непредвиденных обстоятельств придется делать незапланированную остановку и ночевать где-нибудь на берегу, чего, конечно, не хотелось бы. Будем думать, что все обойдется. У нас даже палатки нет. Да, даже палатки нет. Ну, если что, разводить прям такой хороший костерок. Надью делать и около нее ночевать в крайнем случае. Ага, слушай, стоянка какая-то прям. Причем капитальная стоянка хорошая. Ничего себе. Местечко себе кто-то оборудовал для отдыха. Смотри, лопата даже есть, man. Да. Лопата. Травище. Ага. Причем с кирпичами даже. Да. Пила. Но пила ржавая уже. Затупилась вся. Ну и, конечно, мусора много. Как всегда, гора мусора. Чай даже стоит. Я вот думаю, может здесь что-то какой-то лагерь еще где-то есть. Или вряд ли, думаешь, просто приходили вот так отдыхали? Ну, мне кажется, скорее всего, кто-то здесь стоянку для рыбалки себе организовывал. Потому что, ну, слишком капитально. И, видимо, скорее всего, вот на этих же лавках спали. Кстати, да. Потому что лавки очень широкие, что вот это, что вот это, как минимум 2 человека. И А здесь, вот лежак. и здесь тоже либо она была, либо сломали, либо просто не доделали, не знаю. То есть, ну, скорее всего, была тоже еще лавка. Да, то есть, видимо, на них и спали. Да. Слушай, а он что-то похоже на халабуду какую-то. Причем стоянка, кстати, свежая относительно. Да. Какой-то типа шалаш. Это шалаш. Даже окно было, походу, дело, вон, да, похоже на окно. Это даже не шалаш был, судя по всему. Ну, Это что-то типа была лачуги. избушка. Да, да, лачуга, избушка, что-то типа такого, я понял. Потому что... Да, вот. И печушка тут была. Трубы я не вижу, кстати. А, Вот. наверное. По-моему, да. Ну вот да, бывает вон, же все вижу, да, вон оно там все в металлическом. бочка. Здесь, видимо, Куча 2 печки металла. было. Угу.
Одна кирпичная и одна вот буржуйка, причем самоделка, судя по всему. Да. Потому что вот бочка здесь. Либо и даже емкость для воды. То Да. есть они, знаешь, снега накидал, например. Это не печка была. Это здесь баня была. А, Бочка была вместо бака, ну Как вот, душ. да, я и говорю. а это была печка. Потому что здесь вот сифон, чтобы заливать воду. Вот сидишь на берегу реки, опа, закидываешь нога на ногу и любуешься вот такими вот пейзажами. Шикарно. Не, красиво, да, красиво, класс. Хорошая новость. За час мы прошли примерно сколько? Больше, чем 6 километров. Ну как хорошая новость? Мы, в принципе, не напрягаемся особо. То есть вот в чем хорошая новость. То есть если бы мы там наяривали, на веслах гребли, и плюс мы еще делали остановку, минут, наверное, 10-15 мы точно там стояли. Но скорость неплохая. Я думаю, сейчас немного надо это подгазовать, газануть, и долетим мы прям до обеда. Где-нибудь в лесочке тормознем, пообедаем. А уже ближе к вечеру доберемся либо до финишной точки, либо еще до одного интересного места. О, интернет пробился. Телефон сработал. Ну, вообще на реке, в принципе, сейчас одно удовольствие идти. Единственное, вот эти вот снеговые льдины какие-то, непонятная вот эта каша, грязь какая-то вокруг плывет, вон что-то какой-то пенопласт. То есть так-то все хорошо, классно, течение быстрое, но вот эта вот грязь и мусор немного напрягает глаз. То есть визуально мне картинка иногда не очень нравится, но зато лес оживает. И вода мутная. Да, вода мутная, дна не видно. Бревна уже пару раз бревна ловили, врезались, то есть они откуда-то из-под воды бамс всплывают. Ну в этом и плюс рыжей бестии нашей байдарки, да? Она пластиковая, соответственно, не боится таких вот ударов судьбы. Вон там какие-то веревки натянуты, и походу дела за ним даже следят. То есть что-то там стол, скамейка, и не одна. Подплываем еще к одному лагерю, я так понимаю, рыбацкому, браконьерскому, возможно. Ну, может быть, просто рыбаки какие-то отдыхают. Ну, кстати, вот этот вот, мне кажется, получше и почище. Прям вот отсюда даже. Визуально так он лучше оформлен. Да, место вообще прям приличное. Прям каркас, ну, такой сделали, беседки. То есть, я так понимаю, туда приезжают и что-то наподобие тента натягивают. Да, вообще все аккуратно. Там я вот не вижу прям мусора. Так, держись, держишься? Сейчас я отойду, чтобы тебе было куда наступить. Слушай, ну вот это я понимаю. Прямо все по фэншую. Да. Смотри, как костровище какое шикарное. Сваренный с арматур. Да, чайничек вскипятить можно. Да. Беседка просто обалденнейшая. Тент натянул, и все, отдыхай здесь. Зеркальце, О. аптечка, термометр. Ух ты, смотри, как сделали классно. Да. Зеркало такое тоже. Подошел вот, Ага. побрился. Не, сама форму так прикольно сделали. Ух ты, вот это я не видел много-много лет. А, деревянные прищепки. прищепки. Класс. И главное, блин, а вот это какой мостик, да, здесь? Это Шикарный. что, рыбачить, наверное? Да. Классное место вообще. Да. Не, и все сделано прям красиво, аккуратно. И мусор, ну он есть, конечно, но в рамках такого приличного. И то этот мусор, судя по всему, ветром просто сдуло. Да, его раскидало. Потому что здесь, видимо, это... Мыльница он, да, и просто Да, раскидал, это все да. ветром сдуло. А так прям очень все аккуратненько. Холодильник даже. Где? Вон холодильник лежит. А, ну да, слушай. Класс. Не, отличное место. Надо, Кто сделал, молодцы. надо его пометить на карте сейчас тоже. Респект. Вот, Прям это, респект. вот это супер место. Пакет, макароны, часы, кружки.
Венчик даже. Открой-ка там. Здесь ничего нет, здесь понятно. пусто. В морозильной камере. Слушай, ну шикарно. Хорошо так. Тушенки нету. Устроились, да. Не, Ну, молодцы. тушенки нет, макарошки. Да, макарошки. Даже венчик. Ну и как всегда, в любом месте, где какие-то строения есть, всегда обнаруживается лопата. Подведу итог. Мое мнение, что вот примерно так должно выглядеть и идеальная стоянка, да, за которой следят, за которой ухаживают. То есть немножко мусора есть, но все в рамках разумного. Все аккуратно, все лежит по полочкам. Видно, что человек, там, не знаю, один или несколько ухаживает за этим местом. Ну и, конечно, как всегда, какой прекраснейший вид открывается, да? Просто невероятные просторы речные. Солнышко светит. Красота. А погодка развеивается прям вообще. Ух ты, опять грунт обвалился. То и дело, вот идем по реке, да, то и дело обваливается берег. Я лично вот опасаюсь, например, подходить близко к берегу, к такому высокому, где деревья большие. Мало ли, как упадет деревце такое по башке, и сплав наш закончится печально. Думаю, многие из вас догадались, где мы хотим пообедать. Да, вы совершенно правы. Это землянка у Березы, которую построил Дмитрий с канала Походный Оптимист. Сейчас попробуем к ней подойти поближе, может быть, по подтопленному оврагу. Ну, посмотрим, а может быть, просто с берега зайдем. Да. Что ты будешь делать? Ну что, попробую. Слушай, нормально тут. Ну, тут уж сам давай. Вот получше. Вышли мы наконец на берег. Пытаемся найти ее. Ну, в целом понятно, я знаю, где она находится. Вопрос в другом, что здесь снега по колено. А там, где нет снега, там вон во овражках вода стоит. А как через этот овражек пройти, непонятно. Вот мы ходим, ищем более-менее какое-то место по суше. Вот здесь, мне кажется, сможем. Тут уже, по-моему, нет воды. Есть? Тоже есть? Да. Здесь тропа. Тут человеческое. Да. Кто-то здесь был. Вот она. Обалдеть, тут снег, как будто зима еще. Столик.
Вот мы и нашли. Труба что-то почему-то лежит, да? Угу. Кто-то уронил, что ли. И следы, главное, вот. Человеческие причем. Угу. Даже боязно заходить после такого. Что-то тут происходило. Окно открыто. Окно открыто, да, я И вижу. следы относительно свежие. Туда и обратно ходили. Да. Давай зайдем. Давай. Ну, здравствуй, землянка у березы. Давно я здесь не был. Последний раз посещал в августе месяце прошлого года. Но именно эту тетрадь я оставлял в феврале 2023 года. Давайте посмотрим, был ли кто-нибудь после меня за этот период времени. О, есть одна запись. Ну, она, естественно, адресована хозяину этого места, Дмитрию. Здравствуй, Дима. Нашли твою землянку по приметам с Ютуба. Долго искали, пробрались сперва через бурелом, потом все же нашли. Всех благ тебе. 19 декабря 2023 год. Сергей Шиллинг. Ну, а больше здесь никто, в принципе, и не был. По крайней мере, исходя из записей в тетради. Ох, сколько времени прошло, а здесь все осталось по-старому. Все так же уютно, хорошо, и хочется побыстрее затопить печь. Но прежде чем затапливать печь, я считаю, нужно убраться в помещение. Несмотря на то, что я не особо-то наблюдаю здесь наличие мышиных экскрементов, да, мышиных какашек, тем не менее лучше подмести, потом затоплю печь. После чего попилим дрова, хотя тут они в принципе есть, но тем не менее, чтобы после нас оставался запас дров тот же самый, который был здесь, мы их напилим. Немного протекает крыша. Ну да, немножко есть. А в целом сухо. Сухо и хорошо. Я думаю, что мы здесь останемся с ночевой, потому что время уже 5:30. До конечной точки маршрута нам еще идти на байдарке почти. То есть, если даже сейчас выдвигаться, время будет уже 6. Пока я доеду до машины, то есть мне нужно будет поймать какую-то попутку, доехать до машины в ту деревню, где я ее оставил, и вернуться сюда. Соответственно, то есть это будет уже времени где-то часов 9, наверное. Это очень много. Плюс ко всему, Сергей, получается, будет ждать меня с байдаркой на берегу. И ждать меня там 2,5 часа вечером в темном лесу на берегу реки, у которой постоянно поднимается уровень воды. Я думаю, это немножко безрассудно. Поэтому лучше мы на завтра все это перенесем. И с утра по светлому времени суток уйдем отсюда отдохнувшими, преисполнившимися сил и энергии. И уже часов в 10, в 11, наверное, стартанем домой на машине.
Странно, почему труба упала. Непонятно. Может быть, от ветра. Или, я не знаю, может, она вообще не закреплена была. О, прям то, что я и хотел. Это о чем и мечтал, в принципе, весь день. Весь сплав наш сегодняшний. Затопить печушку и вот так посидеть, полежать, погреться. Усталость какая-то накопленная есть. Да, так прям это... Да, и плюс еще там... Раскумаривает прям, я не знаю, Да, почему. да, Вроде бы не да, сказать, и- что прям уж сильно-то устали, но как-то прям это... Ну там еще снег, ноги сыроватые, уже Да. прохладно ногам, как бы не заболеть Ну и еще. плюс ко всему, что-то мы вчера тоже приехали, ночевка какая-то такая спонтанная, да, там не спонтанная, а какая-то невнятная, с утра просыпаешься, там, того гляди, дом затопит, все быстрее и быстрее, что-то вот этот вот легкий нервоз такой, ну и на эмоциях что-то быстрее-быстрее сорвались, уплыли. Ну а сейчас как раз минуты такие расслабона наступают, скоро ужинать уже будем. Открывай, Серег, забирай дрова. Все, отлично. Стемнело. Дрова заготовлены. Минимум на ночь, я думаю, хватит этого. Может быть, даже еще и после нас они останутся. Ну, дай бог, чтобы так и было. Давно на канале не было этой рубрики, которую многие зрители просили, хотели, ждали, писали об этом в комментариях. И сегодня, наконец-таки, те, кто ждал, получат ее. Теперь я передаю слово Сергею, и он вам уже все расскажет в деталях. Ну что, друзья, ваша рубрика, которую вы просили, поварешки от Сережки, снова здесь. А что мы будем готовить сегодня? Сегодня у нас стейк фламбе. Но, к сожалению, поскольку мы вообще думали снимать в других условиях, снимать в нашем доме, все было должно быть по-другому. По идее, в это блюдо входит говядина, чеснок, веточка тимьяна,
масло сливочное, соль, перец и вот такая вот замечательная янтарная жидкость. Я думаю, многие поймут, что это такое. Не буду говорить, что, ну, в комментариях напишите. Но из-за нашей экстренной эвакуации мы забыли в доме и тимьян, и чеснок, и перец. Поэтому у нас только мясо, соль и янтарная жидкость. Но я думаю, что от этого вкус не пострадает. Поэтому давайте приступать. Будем готовить. Ну что, а теперь смертельный номер. Наливаем янтарную жидкость. Красота, не правда ли? Ну что, друзья, пока наш стейк отдыхает, я бы хотел передать привет. Вполне вероятно, что в данный момент я стал дядей. Дело в том, что мой кузен на днях буквально отвез свою жену в роддом, и она на днях вот-вот должна родить их первенца. Поэтому пишите в комментариях, поздравляйте меня, а я от себя поздравляю Никита и Аня. Я очень за вас рад и очень вас сильно поздравляю. Помимо этого, хотел бы сказать огромное спасибо и привет Дмитрию с канала Походный Оптимист за это строение, которое нас сегодня здесь приютило. Экстренно и вынужденно. Вот это потому что действительно была экстренная остановка и ночевка. Дима, спасибо тебе огромное, низкий поклон. Ну, а от себя хочу добавить, если вдруг кто-то смотрит мой канал и еще не подписан на канал Дмитрия, то обязательно не забудьте посетить его канал, подписаться, посмотреть видео, поставить лайк и передать от нас привет ему. А мы будем пробовать великолепное, надеюсь, блюдо от Сергея. Будем надеяться. А вот это medium rare. Вот такое в ресторане стоит, прилично. По крайней мере, в нашем регионе, где мы живем, в нашем городе. Там, где живете вы, может, дороже. Не знаю. В Москве, да. В Москве дороже. В Питере, возможно, тоже. От места тоже зависит. Приятного аппетита. А мы будем наслаждаться едой. И я так думаю, наверное, уже до встречи завтра. Че, Серег, выспался? Да, на удивление. Да, поспали отлично, время 7, вещи все собраны, и будем отправляться дальше в путь-дорогу уже домой. Спасибо этому дому. Сейчас здесь оставим записи о посещении и будем выходить на реку.
То есть вчера мы байдарку с берега тащили вот оттуда, и здесь просто снежок лежал. А сейчас либо это подтопило, либо за ночь растаяло. И вода, если действительно подтопило, то получается вода еще выше поднялась. И, наверное, еще сантиметров 20-30 пришло за ночь. Да, разлив хороший. Поэтому надо сейчас и отсюда убегать нафиг, а то часика 2-3 и здесь уже затопит, не дай бог. Погнали. У-ху. Ну, я думаю, на этом на сегодня все. Можно с вами попрощаться. Скоро, совсем скоро мы увидимся вновь. Это был канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Где-то там Серега машу рукой. Я здесь! С нами был Сергей. Пишите комментарии, оставляйте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ну и всего вам хорошего. Пока-пока. Пока! Доброе утро, дамы и господа. Весели рабочий класс. Атас! Танцуйте, мальчики, танцуйте, девочки. Атас! Вот, кстати, да, где какашки лежат, там уже нет воды. Добро! Твори! Твори! Твори добро! Твори добро! Им во благо, мне за красивое спасибо. Ну все, Серег, тут, короче, разберешься. Давай, я пошел. Теперь покатай меня, большая черепаха. Недопитый. Допей. Не, холодный. Вот как раз-таки всем тем комментаторам, да, которые постоянно пишут, Привет фекалоидам. которые постоянно спрашивают, куда вы ходите в туалет. Вот специально для них мы показываем сегодня это место. Туалетный контент. Тема туалета раскрыта наконец-то.